Россия отказалась готовиться к уходу от ископаемого топлива по плану ООН. И давайте первую же цитату сразу, без перерывов. Минэкономразвития и Минэнерго негативно отозвались на предложение секретариата рамочной конвенции ООН об изменении климата разработать дорожные карты по отказу от ископаемого топлива. Прекрасное предложение. Российскую позицию сформулирует Минэкономразвития. Министерство попросило профильные ведомства сформулировать аргументы против разработки соответствующих дорожных карт, а также тезисы о важности реализации принципов справедливого энергетического перехода в странах и рисках отказа от ископаемого топлива, в том числе потенциальных социально-экономических последствий. Среди запрошенных Минэнерго, Минпромторг, Минприроды, Минобрнауки, Минфин, Россельхоз, ЦБ и другие. Главное, что Минфин и ЦБ. На всякий случай напоминаю для тех, кто, может быть, пропустил, о том, что единого сценария энергоперехода не может быть, и каждая страна должна учитывать собственные геологические, климатические, демографические условия и уровень развития промышленности. Впервые было сказано Владимиром Владимировичем Путиным на российской энергетической неделе 2021 года. И вот уже реакция. На самом деле, то, что каждая страна должна определять сама, писать какой-то общий сценарий, это, некоторое безумие, потому что условия энергетического перехода для тропической Бразилии, для острова Исландии, для России не могут быть одинаковыми. Лихтенштейн может перейти на жизнь без ископаемого топлива да хоть завтра. Я подозреваю, что Лихтенштейн и так живет без ископаемого топлива. У них вообще есть собственная электроэнергетика? Вот металлургия там, кстати, есть. Есть. С плотностью сетей Люксембургу, с европейской плотностью электрических сетей Люксембургу ничего своего не требуется. И так все есть, все в полном порядке. Напомню, что по плотности электрических сетей есть такой показатель весьма важный. Протяженность линии электропередач на квадратный километр территории. Россия отстает от Европы в 48 раз. При этом закон об электроэнергетике, разработанный и принятый в 2023 году, чистая калька с европейских законов, что не может не радовать. Я надеюсь, что Министерство энергетики, которое взялось модернизировать этот чудесный закон, добьется успеха. А тут я поясню, почему наши министерства и ведомства озаботились этим вопросом конкретно сейчас. Смотрите, Владимир Владимирович сказал всего 5 лет. 5 лет назад, да? Года назад, и вот уже... Тут ООН возбудилась и стала говорить: ребята, надо, но... Этот вопрос обсуждался на 30-й климатической конференции рамочной конвенции ООН об изменении климата в бразильском таки. В Бразилии проходили 10-го мероприятия эти 10-22 ноября. Инициативу выдвинула Еврокомиссия. Но инициативу не поддержали большинство участников, а это арабские страны, это страны БРИКС, и Российская Федерация. Сказали: погодите, это все очень интересно. А Соединенные Штаты на эту конференцию просто не приехали, потому что уж очень важные вопросы разбирать. Очень важные вопросы. Давайте сразу вторую цитату и попробуем объяснить, а зачем Еврокомиссии это все, как она с этим связана. Мы рассматриваем ее инициативу Евросоюза как очередной популистский шаг, направленный на то, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем, которые развивающиеся страны последовательно поднимают на протяжении многих лет. Невыполнение развитыми странами своих обязательств по климатическому финансированию и введение ими односторонних торговых мер под предлогом борьбы с изменением климата. Это вовсе не означает, что мы отрицаем необходимость сокращения выбросов в энергетическом секторе. Заявили в Минэкономразвитии. Хорошо, что именно в Минэкономразвитии отвечают за сокращение выбросов в энергетическом секторе. Зона ответственности Министерства экономического развития чрезвычайно плотная, огромная. Я предлагаю вот сейчас эту иронию отложить. И сейчас. И мы должны пару слов сказать вот по поводу некоторых этих пунктов. А что за обязательства по финансированию? Например, ряд африканских стран, которым Европа в чуть более жирные года пообещала денег, а с 2020 года почему-то их не дает. Говорят: погодите, вы нам рассказывали, что купите у датчан ветряки, поставьте, мы вам поможем с финансированием этого чудесного мероприятия.
Мы готовы купить, но денег у нас, нету. Очень где деньги? Сложно объясняешь. Да. Мама, жарьте рыбу. Рыба будет, жарь. То есть, понятно, на что это было рассчитано, что дадут кредиты, на кредиты будет построена масса солнечных ветряных электростанций, рассчитываться потом. Это гарантирует то, что развивающиеся страны, вот в этой категории развивающиеся страны будут продолжать оставаться еще лет 300. Без постоянной генерации невозможно развитие целого ряда отраслей промышленности, металлургии, строительной отрасли, цемент за счет солнечных панелей так себе, а ванна с жидким стеклом в то время, когда набежала туча, ведет себя по-разному. Вот такой вариант был. При этом придумано это все было тогда, когда действительно у Евросоюза было серьезное преимущество в технологиях, связанных с ветроэнергетикой, с солнечной энергетикой. Давно это было. Да, на рубеже нулевых и десятых годов Европейский Союз был мировым лидером по производству как солнечных панелей, так и ветроэнергетических установок. Поэтому, когда вся эта история запускалась, она запускалась, помягче выразиться, чтобы поддержать европейского производителя. Мы даем денежку, вы у нашего производителя покупаете ветрячок. То есть мы вам дали деньги, вы их потом вернете, притом деньги, которые мы вам дали, вы тратите на продукцию, которая производится у нас. Мы производство расширяем, мы даем еще больше кредитов, мы производство расширяем. Вот так это все было задумано. И здесь вообще забавная ситуация. Вот я понимаю господ климатологов, которые обижаются из-за такого повального скепсиса, который все больше и больше разрастается вокруг вопросов климата. Потому что с их точки зрения, действительно происходят изменения. Да, изменения происходят, но... Кстати, за этими изменениями очень хорошо было наблюдать с борта атомного ледокола в Финском заливе. Потому что обычные ледоколы лед этой зимой не брали. Вот именно с палубы атомного ледокола в Финском заливе послушать о глобальном потеплении было просто чудесно. Но вот вопрос о скепсисе. Но, господа климатологи, если вдруг вы нас смотрите, проблема в том, что когда говорят про климат, в реальности говорят про деньги. Вот все эти люди в чудесных этих конвенциях ООН, вот эти сборища, которые то где-нибудь в Глазго, то где-нибудь в Египте, то где-нибудь в Бразилии. В Баку недавно был. В Баку, опять же. В Баку такой, на самом деле, знаковый был КОП-28 для атомной энергетики. Вот сейчас об этом, я думаю, тоже можно будет пару слов сказать, но я к чему веду? Потому что там ведь не обсуждается, как планету спасать или как минимизировать количество выбросов. В реальности вся эта риторика используется просто для того, чтобы чью-то конкурентоспособность усилить, а чью-то снизить. Только и всего. И, к сожалению, все эти мероприятия, они об этом. И я понимаю, что специалисты, которые бьют в колокола, которые говорят, посмотрите, вот графики, вот данные, они болеют за свое дело. Но это берут уважаемые политики, вот, например, из Еврокомиссии говорят, ребят, Россия, Саудовская Аравия, и вот все прочие, откажитесь-ка от ископаемого топлива. А тут у нас, все-таки ветроэнергетические установки мы все еще производим, да. Солнечными панелями получилось неудобно. Оказывается, что мы все покупали в Китае и тут просто собирали. А Китай сказал, зачем нам эта вся история? Мы просто у себя будем производить панели и вам продавать. Поэтому кончилось у нас производство. Но у нас есть все еще некоторые перспективы. А кроме того, мы хотим свою конкурентоспособность повысить. А как ее повысить? Либо самим предпринимать усилия, либо вашу конкурентоспособность снизить. Нам что выгоднее? Говорят господа в Еврокомиссии, которые просто за планету переживают. И на всякий случай напоминаю, несмотря на все происходящее, Парижское соглашение о климате – это последовательное эволюционное развитие Киотского протокола, а решение Российской академии наук 2003 года о том, что под Киотским протоколом нет научных обоснований, никто не отменял. Значит, уважаемые зрители, если что, нам можно писать комментарии, замечания, предложения, вопросы прямо в прямой эфир с помощью QR-кода, который вот в том углу периодически будет появляться. Вот, кстати, и он. Нам уже тут пишут ряд вопросов. Приветствия, мы сразу на них отвечаем. Да, вам тоже спасибо, что смотрите. На вопросы мы чуть позже ответим. И тут вот какой момент. Про атомную энергетику, мне кажется, стоит проговорить, про Баку. И тут мы перейдем от атома к чему-то более традиционному.
На КОП-28 была подписана некая декларация о необходимости утраивания установленной мощности атомных энергоблоков к 2050 году. На день сегодняшний подписалось уже 33 страны. Практических действий никаких нет. Моя недавняя встреча с заместителем генерального директора МАГАТЭ показала, что агентство оценивает это как политическую декларацию, у которой технической составляющей пока нет. Связано это с тем, что Еврокомиссия одобрила зеленую таксономию, то есть атомные электростанции тоже можно строить. Еврокомиссию не могу не поздравить с тем, что через 60 лет после начала работы первой атомной электростанции они смогли обнаружить, что углекислого газа там нет. Это большой праздник для всей европейской науки. Но этот ряд оговорок исключает из предстоящего решения проблемы с финансированием, сейчас идут переговоры с всемирными банками, с другими международными институтами, технологии ряда крайне агрессивных стран, как то России и Китая. Вот это финансировать нельзя, но при этом, если посмотреть на планету, то из 100% строящихся новых атомных энергоблоков на долю России и Китая приходится совокупно 86%. Из них 44 на Россию. Так. Просто так. А то вдруг Китай это вот все, а мы вот чуть-чуть. 44%. Вот это финансировать не будут. Вопрос, что вы собираетесь финансировать? Какие технологии вы собираетесь использовать? Вестингаус сейчас, как выйдет, знаменитая канадская компания. Знаменитая канадская компания сейчас в самих Соединенных Штатах тоже рассматривается вопрос, на какой крупный атомный реактор гигаваттного класса делать ставку. На то, что изобразили в компании Westinghouse AP-1000, или все-таки на то, что предлагает компания General Electric ABWR-1000. Продвинутый кипящий реактор мощностью 1000 мегаватт. В последнее время даже правительство США не очень устраивает стиль и темпы работы компании Westinghouse. Я мягко выразился. Это, да. Это не я. Нет, это у них. Это же канадцы, что делать. Это у них. А тут про Европу. Так как у них все очень хорошо. Сами даже сад у них. Да, цветет. То хочется как бы коснуться вопроса о глобальном энергетическом кризисе и показать один график. Вот давайте немножечко про угольную генерацию пару слов скажем. Вот, да, на что мы с вами смотрим сейчас. Это график производства электрической энергии и потенциала производства электрической энергии на угольных электростанциях Европейского Союза. Красненьким, или таким рыжеватеньким, не знаю, как на вашем экране это отображается. Это то, сколько производилось электрической энергии угольными электростанциями. А вот таким вот синеватеньким цветом это сколько еще можно было бы произвести. Я думаю, легко заметить, что почти в 2 раза сократилось потенциал производства электрической энергии. Точнее, не потенциал, а возможность производить электрическую энергию на угольных электростанциях ввиду сокращения самих угольных электростанций. Выгодно ли Европе в этой ситуации сказать: а давайте отказываться все будем от угольных электростанций. А то вот ты, Китай, что-то каждый год вводишь и вводишь, и вводишь их, и вводишь. Притом они какие-то, слишком эффективные. У нас таких технологий нет. Мы просто закрываем угольные электростанции, и все. Да если бы все. Мы их еще взрываем на радость детям. Да, это чтобы красиво. Во-первых, это красиво. Взорвали. Потом на этом месте поставили ветряки, кстати, вообще не шутка. То есть отдельно были новости о том, как взорвали электростанцию угольную в одной из европейских стран. Сейчас не принципиально. И там поставили ветряки. Я так посмотрел, думаю, погодите, если брать эту площадь, то это очень неэффективное расходование получается этой площади, потому что вы там можете поставить электростанцию существенно меньшей мощностью, чем была. Потому что ветряки, они ветряки. И опять же, если говорить о причинах некоторого охлаждения отношений Европейского Союза и Соединенных Штатов, в Соединенных Штатах на месте угольной электростанции в штате Вайоминг будут строить новую атомную, не ветряки. Немножко разный подход. Нет, европейцы себе разрешили строить атомные электростанции, просто пока их строит Росатом. В Венгрии, да, но зато огромная стройка идет в Англии. Знаменитые французские атомщики, это такой мем
французские атомщики, польские сантехники совместными усилиями строят Hinkley Point C. Как шутят те англичане, которые не утратили свое знаменитое чувство юмора, это будет самый дорогой объект недвижимости в истории человечества. Сколько уже потратили? Им есть чем гордиться. Ну, мне кажется, надо ошарашить. Последнее за 2 реактора мощностью по 1600 мегаватт. Вот сейчас каждый год почему-то смета, как говорят у нас в Росстате, меняется. Доменялась она уже до 30 миллиардов фунтов стерлингов. А следующая, Hinkley Point C, не Hinkley Point, Sizewell B, вот там получается 42 миллиарда фунтов стерлингов за 2 реактора. Ну, то есть где-то 100 миллиардов долларов уже получается на оба. Это будет 4. Никто не... Нет, уже. Уже. Неплохо, да. неплохо. Но процесс идет. Каждый год уточняется, расширяется. Регулятор Англии, глядя на качество работы французских машиностроителей, корпуса реакторов заказывает в Японии. Становится немножко дороже. Но лучше дороже, чем французские сварные швы. Я тут у себя в телеграм-канале сегодня провел опрос. Говорю, все знают, что Франция – это вообще лидер по доле производства электрической энергии из атомных электростанций. Вот кто по доле на 2-м месте? Практически никто не угадал, но все могут зайти на нефтегазовую игру и там найти прям эту викторину и попытаться отгадать, какая страна. А чтобы подсказать, мы сейчас покажем следующий график. Чтобы подсказать и, как бы так помягче выразиться, обрисовать перспективы. Смотрите, сейчас споры в самом Евросоюзе о том, что же делать дальше, обострились ввиду мирового энергетического кризиса. Однако, по большому счету, эти споры сводятся к тезисам, к вариантам. Нам переходить на возобновляемые источники энергии сразу или еще быстрее? И все отмечают, что, вот смотрите, у Италии очень большая доля газа в электрогенерации. Сейчас газ подорожал. Поэтому в Италии электрическая энергия в 2 раза дороже, чем в Испании, которая меньше зависит от природного газа. Правда, конец прошлого апреля показал, что одно дело цена, другое дело вообще наличие электрической энергии в Испании, в Португалии. Но, как мы знаем, ВИА в этом всем абсолютно точно не виноваты. Они как-то в этом участвовали. Там солнечная генерация как-то отключаться вдруг начала. Поставьте накопители, поставьте еще больше электрических сетей. Кто-то за это, правда, должен будет заплатить. Но главное, что цена самой электрической энергии будет очень низкой. Цена доставки будет высокой, а вот цена продукта очень низкой. Ровно такого же мнения придерживается Министерство энергетики России. Надо больше платить за доставку, надо на Дальнем Востоке больше строить солнечных ветряных электростанций, и тогда электрический баланс будет развеселым. На мой недоуменный вопрос, хорошо, север Приморского края, очень много электричества, у вас прекрасный цех, там жужжат все станки, светят все лампочки, какие только могут быть, но температура зимой в цехе минус 20. Нам точно нужен только электрический баланс? Надо поставить электрические обогреватели, и все. Конвекторы ставим и решаем проблему. И платим. А вот есть... Да. Да. Как там обогревать дома электрической энергией? Дешево выходит? Это ладно, это какие-то такие вопросы неудобные. Давайте про энергопотребление в России тогда скажем пару слов. Оно тем более выросло в 1-м квартале на 2,1%. Потребление электроэнергии в России в январе-марте 2026 года выросло на 2,1%, следует из презентации главы системного оператора. В энергосистеме центра показатель увеличился на 3,9%, Средней Волги на 2,7%, Урала на 1,3%. В Сибири энергопотребление за 3 месяца продемонстрировало рост на 1,6%. Увеличение также зафиксировано на Востоке, плюс 3,7%, и Северо-Западе, плюс 3,1%. Снижение на юге, минус 1,2%. Видимо, тепло было на юге. А вот Восток как-то заставляет напрячься. Это к тезису о глобальном потеплении. Рост где? В Сибири, где? На Дальнем Востоке, на Северо-Западе. Глобальное потепление сопровождается локальным похолоданием. Не везде, оно локальное. На юге
И про структуру установленной мощности тоже давайте напомним. А то, в какой еще программе вы узнаете структуру установленной мощности электростанций единой энергосистемы Российской Федерации? Давайте списочек выложим, который у нас там дальше. 1,6. Вот. Это, собственно, к началу 2026 года 65%, точнее более 65% у нас занимают теплоэлектростанции. Вот из этого количества примерно 100 гигаватт это газовые электростанции, и порядка 70 гигаватт это угольные электростанции. Да уже меньше, на самом деле. Что хорошо, не разделяем угольные от газовых, получаем среднюю цифру по больнице. Что касается тепловых электростанций, напомню, что несмотря на все глобальные изменения климата, которые у нас есть в документах ООН, и шагают они по всей планете, 2/3 потребляемых внутри России первичных энергетических ресурсов уходят на выработку тепловой энергии. Ее баланс нельзя найти нигде. Никто не знает, что у нас горит в котельных. Никто не знает, сколько у нас котельных. Но мы говорим о том, что у нас очень низкоуглеродная энергетика. Электроэнергетика у нас очень низкоуглеродная. Вот смотрите, ГЭС, АЭС, ВС. Корректно, что это электроэнергетика. А ведь кто только что сказал энергетический баланс из нас двоих? Кто-то. Вот это электроэнергетический баланс. Повторяюсь, количество котельных в России неизвестно. Это, опять же, к вопросу, а почему мы не отказываемся от ископаемого топлива? Потому что, как это ни удивительно, оно нужно не только для электрической энергии, но и, ужас, для тепла. Почему-то, в Италии, наверное, можно там при плюс 10 надеть на себя пару свитеров, какое-то время подождать, пока погода не улучшится зимой. А вот, знаете, в России зимой такой хитрый фокус даже на югах не пройдет. Пройдет, но один раз. Не пройдет даже один... Нет, дождаться, там же ключевое. Дождаться, то есть ты должен не просто одеться и... И мы будем помнить тебя молодым и красивым, если ты живешь в городе Норильске, например, или в Якутске, и одел свитерок. Я уверяю, даже если жить в городе Ялта, лучше все-таки, чтобы было отопление, притом центральное отопление. Но это так, это к вопросу, опять же, об адекватности позиции ООН, когда они говорят, ребят, дорожные карты, откажитесь от ископаемого топлива, к какому-то вменяемому сроку. Всем надо быстрее отказываться. Это все очень здорово. А мы можем просто снижать выбросы путем повышения эффективности наших электростанций? Чисто теоретически. Нет. Это нельзя, да? Нельзя. У нас в генеральной схеме размещения новых объектов генерации указан норматив использования единицы условного топлива для производства электроэнергии. Она соответствует технологиям 50-х годов. Это документ.